Сверхтонкая и легкая конструкция, отличное качество материалов, как всегда. Always on Display с различными стилями, встроенный GPS, измерение кислорода в крови, автоматический мониторинг сердцебиения, мониторинг сна и уровня стресса. Более 68 спортивных режимов, хорошее время автономной работы, водонепроницаемость 5 атмосфер. Это все можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Amazfit 2 Mini обновленной версии 2022 года. Но как на самом деле у них обстоят дела со всеми их спеками, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем обозревать часы под названием Amazfit GTS 2 Mini. И это обновленная версия 2022 года. В чем были изменения, почему они обновленные, почему стоит их вообще рассматривать к покупке, я вам обязательно расскажу. Из интересного, разумеется, это их компактность, разумеется, это то, что Amazfit сейчас, я так понимаю, на Z-Blade или как-то так, или ZEP, по-моему, стали переходить на другое название, часы значительно дешевле, я их накупил, по-моему, штук 6, они мне идут. И T-Rex 2 в районе $200. Проще говоря, скорее всего, они сейчас все старое распродадут, и потом будут что-то новое продавать уже дороже. Вот GTS 2 Mini это все-таки не старая. С одной стороны, с другой стороны, ценник у него выгодный. Есть такая вот блямбочка приклеенная, которую довольно приятно, по идее, отклеивать. К сожалению, здесь написано, что Bluetooth версии 5.0, хотя это обновленная версия, я надеялся на то, что они запихают туда хотя бы версию 5.2. Разумеется, есть мониторинг сна, разумеется, 14 дней батареи обещают, 24-часовое отслеживание сердечного ритма, цикл, что мне абсолютно не нужно. Вот, обещают, что все очень по-тоненькому, что Always on Display в наличии, есть возможность отслеживать кислород, но не перманентно, скорее всего, и 60 видов спортивной активности. Документация нам не нужна с вами, нам нужен Cradle для зарядки, который мы посмотрим и, скорее всего, расстроимся от того, что этот Cradle будет какой? Правильно, он будет по-любому не магнитный, он будет на двух пинах. Хотя они что-то обновили, скажем, минорно при любом раскладе. Но в целом, еще раз напоминаю, что плюсы данного устройства основное это, конечно, габариты и внешний вид. То есть, если мы берем Apple Watch, они довольно габаритные. Если мы берем маленький Apple Watch, они все равно будут габаритные, пузатые. А это дело все выглядит максимально интеллигентно. Всем, кто любит заряжать все это дело где-нибудь там подвесив, вот можно их вешать, можно заряжать, проблем никаких не будет. По рамкам, рамки Космос, по ремешку никаких извращений из разряда Poco Watch, который снимался ремешок только через определенные крепления. Нет, здесь стандартный ремешок, вы его будете стандартно абсолютно менять на любой другой. С ремешком они весят всего 31 грамм. Каждый раз, когда взвешиваю часы специально для всех, кидаю часы от Apple Watch 66 грамм. И, разумеется, Apple Watch весит значительно больше, в 2 раза с лишним. Поэтому, если мы вспоминаем про лето, если мы вспоминаем про жару, если мы вспоминаем про детей, женщин или еще кого-то, кто не любит массивные штуковины, то нужно всегда в уме держать, что вес часов должен быть в районе 40 граммов, либо чуть-чуть меньше. 40 миллиметров на 35. И в толщину эта прелесть всего 10,4 мм. Вот так это все дело выглядит. Подключается довольно просто. По автономности и по тестам всего остального я расскажу вам в обзоре. Никаких, разумеется, сим-карт здесь нет. Никаких каких-то супер-мега дорогих плюшек с одной стороны, с другой стороны. Просто хорошие часы. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, и не факт, что они вам понадобятся, потому что они редко появляются, особенно в период операций. Но с другой стороны, Алиэкспресс сделал адекватный курс доллара, сейчас 57 у них. Оплачивать можно любой картой, Киви они отключили, курс сделали нормальным. Так что, если вы решите, можете приобретать без всяких промиков или купонов. Чтобы вы понимали, за 33 тысячи вчера OnePlus 10 Pro можно было купить. Vivo X80 Pro
Pro реально было ухватить за 46. Не говоря уже о каких-нибудь там Realme Q5 за 9900. Но это лирика. Полетели. Поставляются данные часы в 4 различных вариантах расцветки. Это голубые, розовые, зеленые и черные. Дизайн минималистичный, выглядят они привлекательно и аккуратно. Дно часов изготовлено из матового пластика, как и ушки, а корпус выполнен из алюминиевого сплава. Качество материалов хорошее, сборка неплохая. Смарт-часы довольно легкие, при носке не ощущаются. На мужской руке, как и на женской, смотрятся отлично. Спать в них комфортно, ремешок не мешает и не натирает запястье. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, такие как биотрекер, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик внешнего освещения. GTS 2 Mini пульс, как и кислород в крови, у воздуха не нащупали, и это хорошо. Пульс может работать в ручном режиме и в автоматическом с периодичностью минимум в 1 минуту. Кислород в крови измеряется только в ручном режиме. Да, мы надеемся на перманентный, но его здесь нет, в отличие от некоторых новых браслетов. Спойлер, смотрим, что там с Mi Band 7, обзор на который уже на канале. По ссылке в правом верхнем углу можете на него кликнуть. Показатели на руке довольно хороши, хоть и погрешности бывали. Также на борту есть мониторинг стресса и мониторинг сна. Сон смарт-часы мониторят отлично, как и фаза сна. Далее, с правого торца расположили одну физическую кнопку. Это не Digital Crown, разумеется. Ход кнопки не тугой, но люфт присутствует и не маленький. В стоке она выполняет функцию включения и выключения экрана, перехода в меню, возврата к предыдущей вкладке и зажатием можно перейти к тренировкам. В настройках на самих часах можно повесить любое другое действие, что удобно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы дисплеем на 1,55 дюйма AMOLED с разрешением 354 на 306 точек. Покрыт он 2,5D стеклом, плотность пикселей 301 ppi, плавности и анимации не хватает, но в целом меня лично скроллинг не напрягал. Автояркость на борту и работает хорошо, под смену освещения подстраивается корректно. Яркость 450 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает, вглядываться не приходится. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим таким переводом. Цветопередача у экрана хорошая, цвета насыщенные и яркие. Текст контрастный и легко читаемый. Рамки есть, но не сказал бы, что они громадные. Автовыключение экрана максимум до 15 секунд, чего действительно мало по мне. Не думаю, что программно они допилят, но будем надеяться. Always on Display на борту, за что спасибо. Работает он по расписанию или в автоматическом режиме. Стиль AODA зависит от циферблата, и вдобавок он перемещается по экрану. Как по мне, это плюс, меньше выгорать будет. При поднятии запястья экран загорается стабильно хорошо, но не быстро. Далее, с главного экрана по свайпам все стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Меню, как и виджеты, можно настроить под себя. Из интересного на смарт-часах это система оценки состояния здоровья PAI, измерение ЧСС, измерение СПО2, мониторинг сна и уровня стресса. Дыхательные тренировки, мониторинг менструального цикла, список дел, будильник, который можно завести прямо с часов, погода, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенный на смартфоне. К сожалению, выделенной внутренней памяти на борту нет, и загрузить музыку на сами часы у вас не получится. Далее есть таймер, секундомер, помодоро трекер и многозадачности часы не поддерживают, к сожалению. В фоновом режиме приложения не работают. Далее компас, поиск телефона и удаленная съемка, которая работает без нареканий. GTS 2 Mini 2022 поддерживают Алексу, но нам от этого ни горячо, ни холодно. Возможно, у меня есть зрители, конечно, где это актуально, но мне и основной массе нет. Вообще не важно. Bluetooth странно. Надеялся я хотя бы на 5.2, но вот так. Связь с устройством, с которым они в паре держат стабильно и не отваливаются. Подключить внешнее Bluetooth устройство возможности нет. К примеру, нет возможности подключить нагрудный датчик либо наушники. К Wi-Fi часы не подключаются. Спортивных режимов на борту более 68 штук и плавательные на борту. GPS на борту. Местоположение определяют часы до 15 секунд максимум. Карты строятся, но точность не радует, так как отклонение может доходить до 7 метров от пройденного маршрута. Во всяком случае, вот с этой прошивкой, на которой я тестировал. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что удобно, опять же, тем, которые у вас со смартфона. Напоминания о разминке приходят, но редко. Звонить с часов нельзя, входящий вызов можно только сбросить, включить беззвучный режим или воспользоваться быстрыми ответами, за что отдельный плюс. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации возможность есть, как и сделать персональную вибрацию. Уведомления приходят практически моментально, смайлики полноценно не отображаются, а иконки приложения отображаются довольно хорошо. Уведомления можно посмотреть и удалить, быстрых заготовок на уведомления нет. Емкость аккумулятора 220 мАч, полный цикл зарядки занял ровно 2 часа, время автономной работы хорошее по сравнению с устройствами, которые живут только сутки. У меня они прожили при интенсивном использовании 4 дня. В целом, для подобного устройства данного времени автономной работы достаточно. К слову, они могут прожить и до 10 дней, у кого-то и до 2 недель, но придется пожертвовать
пожертвовать различными функциями, к примеру, Always On Display. Я это себе позволить не могу. Водонепроницаемость 5 атмосфер, я решил их протестировать, искупав в воде. По итогу с ними ничего не произошло, что было и так очевидно. Плавать, принимать душ и так далее вместе с ними можно спокойно. Летим дальше. Amazfit GTS работает в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль, через который можно перейти к настройкам самих часов. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, их там достаточно. Вдобавок можно установить свою либо другую фотографию на заставку. И в стоке на часах есть пользовательские watchface, которые можно настроить под себя. Помимо перечисленного, там же есть всевозможные настройки часов, которые практически идентичны тем, которые есть на самих смарт-часах. Обновить прошивку в приложении можно, и обновления мне уже прилетали. Минусы: приличный люфт у кнопки, на самих часах не отображаются фазы сна, смайлики не отображаются, нет микрофона, нет динамика, нет калькулятора, нет возможности установить приложение, нет NFC, нет возможности вставить eSIM, нет выделенной внутренней памяти, и по большому счету они просто красивые. Хорошо, что GPS запилили туда. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. По мне, самое интересное, это вчера были Amazfit Stratos 3 за 6800. Кто знает, тот поймет. Вот туда можно и приложение устанавливать, и выглядят они брутально, и музыку залить, и Bluetooth наушники с нагрудным датчиком подключить тоже можно. Но они спортивные и разряжаются быстрее, экран там не такой красивый. Но вдруг на момент вашего просмотра появятся какие-нибудь интересные девайсы по вкусным ценам, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там уже 58 тысяч человек, и телеграм-канал взаимопомощи, там вы спросите, стоит ли что-то покупать. Желательно спросите не у людей, а в поиске, потому что мы обсуждали, по-моему, на данный момент уже все, ну кроме новинок. Резюмирую, Amazfit GTS 2 Mini 2022 отличный выбор, но отсутствие перманентного измерения SPO2 слегка расстраивает, ведь в Mi Band 7 это уже есть. Несмотря на это, плюс за GPS-навигацию, которая в принципе есть в часах уже за 2200, 2500. Опять же смотрим на канале. Даже те же Mibra R, которые я за 2200 купил вчера, с GPS идут. Но это лирика. За неплохой набор различных функций плюс. Возможность отвечать на звонки быстрыми заготовками тоже плюс. Яркий экран, качественные материалы, отличный внешний вид. Не забываем подписываться на канал, в комментариях писать, что еще купить на обзор. Тестирую Oppo Find X5 Pro. Это из самого дорогого и интересного. А так на канале море всего, и еще море всего будет. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.